потому что этот человек всегда оставлял букву «Б» на месте преступления. В ту ночь двое мужчин преследовали девушку, чтобы убить ее, и, к несчастью для них, как раз в тот момент, когда они собирались действовать, убийца пчел появился. На следующее утро мы встречаем главного героя Коку, который на самом деле есть тот самый таинственный убийца пчел. Он обычно ходит на работу в дом Лили. Она является членом следственной группы и спешит на работу. Но как только она уходит, ей приходится возвращаться, потому что она забыла свои документы. Затем Лили пришла на работу и узнала, что Би спровоцировала еще один инцидент. Прогуливаясь по окрестностям, она заметила на месте происшествия незнакомца. Она не знала, кто этот человек в черном, и подумала, что это какой-то пьяный дядя, случайно забредший на место происшествия. Но босс сообщил ей, что этот человек – гений. Когда они вернулись в полицейский участок, их начальство сказало им, что этим человеком был Кит Флик, гений, который исчез на 10 лет и теперь вернулся. Кит поможет им раскрыть это дело. На этот раз жертвами стали 3 психически больных брата, которые похитили девочку и жестоко обращались с ней, и в настоящее время девочка находится на лечении в больнице. 2 из них погибли, а 1 пропал без вести. И их задачей было найти убийцу по имени Би, который убил этих 2 психически больных мужчин. Босс подозревал, что этот человек был замешан в 15 делах за последние годы. Способ убийства был прост – смертельный удар ножом, от которого жертва умирала мгновенно. Кит заснул во время ознакомления с делом, но когда он увидел символ «Б», он кое-что понял. Тем временем оставшийся в живых психически больной мужчина угнал военную машину и начал сеять хаос в городе. Кит отправился на встречу со своим старым другом-доктором. Немного поболтав о старых временах, Кит ушел и бросил доктору пачку сигарет. Новость о психически больном человеке, который управлял танком и устроил хаос, быстро дошла до полиции. Они быстро мобилизовали людей, чтобы разобраться с этим, но вся информация в полицейском участке была подслушана Коку, который решил действовать. Пока полиция посылала машины в погоню за танком, он продолжал стрелять по дороге, чтобы заманить убийцу пчел. Лили погналась за танком на своей машине, чтобы остановить его, но это было бесполезно. За ней гналась другая машина, но танк въехал в туннель, а затем загорелся. Когда полиция выехала из туннеля, никто не знал, куда исчез танк. В полицейском участке начали задумываться и понимать, что у танка был двигатель, который мог противостоять датчикам обнаружения. Кит только что проснулся и, просмотрев все, начал выводить длинную формулу и в конце концов пришел к выводу, что это было ограбление, замаскированное под массовые беспорядки. Затем он сузил область поиска и спросил, что находится под туннелем. Под ним была заброшенная линия метро. Понимая проблему, полиция отправила людей исследовать старый железнодорожный вокзал, а другую группу в музей авиации, приказав им внимательно следить за небом. Тем временем психически больной мужчина и его помощник захватили поезд. Коку уже нашел их и заставил психически больного мужчину и рыжеволосого мужчину подойти и поприветствовать его. Психически больной мужчина был всего лишь пешкой в этом плане, поэтому его немедленно устранили. Сообщники рыжеволосого мужчины украли воздушный шар, поэтому они решили избавиться от рыжеволосого мужчины. Рыжеволосый мужчина теперь понял, что Коку был чернокрылым королем, могущественным существом, а не человеком. Тем временем следственная группа уже обнаружила местонахождение резервуара, но остальные его покинули, и внутри не было никаких улик. Коку уже нанес рыжеволосому мужчине метку на лоб, заставив его броситься вперед, в результате чего он получил удар мечом по голове. Затем он бесследно исчез, а Коку, закончив свою работу, расправил крылья и улетел. На следующее утро следственная группа отправилась на место крушения поезда, и Кит понял, что был неправ в одном пункте. Они вернули танк военным, и военные попросили следственную группу закрыть дело и просто рассматривать это как крушение поезда. Однако пресса обнаружила, что перевернувшийся поезд имел форму буквы «В», так что дело все еще не могло быть закрыто. Вдохновитель, укравший воздушный шар, понял, что нашел то, что искал, в то время как Коку продолжал бы оставлять свой след, пока этот человек не нашел бы его. Где-то человек в желтом пальто планировал использовать кролика в качестве эксперимента для реализации своего плана. Но сообщники вырубили человека в желтом пальто и поместили его в машину, чтобы превратить в объект эксперимента вместо кролика.
Этот человек тщетно пытался закричать, а затем умер ужасной смертью. За всем этим стоит один из похитителей воздушных шаров. Коку теперь работал скрипачом в доме Лили. У него был музыкальный талант, который заставил сына босса задуматься, почему он выбрал профессию скрипача, а не музыканта. Для босса Коку был ребенком из другой семьи, с которым он часто сравнивал своего собственного сына. В полицейском участке расследовали деятельность организации под названием «Маркетмейкер», группы, которая контролировала преступников и развязывала войны. По королевскому приказу они занимались секретной деятельностью, такой как убийство, саботаж и проникновение в чужие дома. На правой руке каждого члена организации была татуировка в виде черепа, но эта организация канула в лету. Для расследования была вызвана целая следственная группа. На этот раз на месте преступления было много трупов, и все еще оставались следы буквы «Б». Затем появился Кит, но он подстриг волосы и выглядел менее растрепанным, из-за чего Лили его не узнала. Кит посмотрел на символ пчелы на месте происшествия и заметил, что это не было вызвано пчелиным убийцей, потому что он был слишком замысловатым. Никто не понял, что имел в виду Кит. Затем позвали босса Эрика, чтобы он осмотрел чердак. Здесь они обнаружили высохший труп. При осмотре выяснилось, что это тело умерло из-за отравления токсичным газом. Врач установил, что этот тип яда, по-видимому, представляет собой комбинацию нескольких различных типов. Эффект проявлялся не быстро, но и не слишком медленно, и, несомненно, преступник хотел, чтобы жертва умерла в страшных муках. Лекарства практически не существовало, так как это был улучшенный тип, поэтому потребуется некоторое время на исследование, прежде чем можно будет создать противоядие. Но шансы на успех были не очень высоки, поскольку сам доктор не был создателем яда. Поэтому он посоветовал Киту сказать Эрику, чтобы тот нашел виновного, прежде чем использовать этот яд в террористических целях. Доктор спросил Кита, искал ли он этого человека в течение 7 лет. Кит не сдавался, у него были зацепки, чтобы найти этого человека. Тем временем следственная группа выяснила мотивы преступника. Этот человек убил семью политика с помощью отравляющего газа и, возможно, в следующий раз нападет на партию высокопоставленного чиновника. Поскольку противоядия еще не было, им нужно было очень тщательно подготовиться. Высохший труп был опознан как старший научный сотрудник, пропавший без вести 6 месяцев назад. Возможно, именно этот человек создал токсичный газ и был ликвидирован, когда потерял свою ценность. Затем Эрик поручил людям выяснить, не терял ли какой-либо исследовательский отдел в последнее время материалы или оборудование для производства токсичного газа. Остальные отправились в зал для вечеринок, чтобы усилить там охрану и проверить всех подозрительных людей. Чтобы избежать паники, им не разрешили ничего говорить о токсичном газе. Тем временем Коку услышал, что его обвиняют в убийстве сенатора и его семьи. Он порезал себе руку, чтобы попросить разрешения у босса уйти пораньше. В зал прибыло много полицейских, чтобы следить за вечеринкой. Лили пускала слюни при виде еды, из-за чего другие говорили ей сосредоточиться. Никто еще не заметил ничего подозрительного. Коку тоже переоделся, чтобы прокрасться сюда. На вечеринке на Уоррена обратили внимание многие люди. Кстати, обратите внимание, что наряд Уоррена был очень дорогим. Настоящий наряд стоил бы столько же, сколько автомобиль известной марки. Похитители воздушных шаров тоже проникли сюда, чтобы терроризировать. Что касается наблюдения, то блондинка Кайла установила машину для отслеживания жестов и действий. Если кто-то проявит какие-либо необычные признаки, даже незначительные, они будут обнаружены. Эрик попросил ее следить за действиями других и контролировать их. Затем он спросил всех, как обстоят дела, и во всех помещениях были установлены охранники и проверки без каких-либо странных знаков. У главных ворот единственным странным существом был Кит. Он попытался выстроиться в очередь, но был сбит машиной и влетел в фонтан. Но в одном районе полицейский был убит преступником, который имитировал их голос, чтобы обмануть других. Он заложил здесь бомбу с ядовитым газом и ушел в костюме официанта. Похитители воздушных шариков уже начали действовать. Эта Уоррен была одной из них, и она начала что-то читать. Коку обнаружил это и решил приглядывать за ней. Светловолосый мужчина был признан подозрительным. Другие быстро подбежали и остановили его, прежде чем он успел ударить чиновника ножом. Они только подумали, что он использовал ядовитый газ в качестве угрозы, но на самом деле он использовал нож. Когда он понял, что следственная группа тоже здесь, он закричал, чтобы предупредить своих сообщников. Сообщники немедленно отключили электричество во всем зале. Блондин Марио, который только что поймал этого человека, допросил его о том, что он только что сделал.
Он рассказал, что он и его сообщники взяли это место под свой контроль. В 9 часов ядовитый газ распространится и уничтожит весь город. Если кто-то хочет выжить и остановить это, он должен убить мэра. Все запаниковали и потребовали взломать двери, чтобы сбежать. Марио подумал, что этот человек сошел с ума, но ему было все равно, потому что это была бы самая впечатляющая трагедия в его жизни. И этот террористический акт был бы упомянут позже. Его имя запомнилось бы навсегда, в то время как жертвы и полиция подобные нет. Он насмехался над Марио и называл его ничтожеством. Тем временем сестра Кайла в комнате наблюдения изо всех сил пыталась снова взломать систему и хотела, чтобы все вели себя тихо и не торопили ее. Марио понял, что этому парню очень не повезло, что он разозлил Кайлу. Все это время Коку следил за муравейником снаружи. Этот муравейник раскрыл ее личность как вдохновителя тех двоих, которые создали ядовитый газ. Он сказал, что ему нужно тело Коку, но он не нуждается в том, чтобы он был жив. Затем обе стороны вступили в бой, и этот бой был не таким легким, как предыдущий, с рыжеволосым мужчиной. Затем Коку спросил, кто они такие, но он не ответил и вместо этого схватил ближайший скейтборд, чтобы убежать. Он скользнул по стене здания, а затем приземлился, чтобы продолжить бег. Кит понял это и побежал угонять машину у коллеги, чтобы преследовать их. Тем временем Коку и другой человек преследовали друг друга до горной дороги. Обе стороны постоянно находились рядом друг с другом. Скейтбордист пытался использовать оружие для нападения, но Коку продолжал уворачиваться, потому что знал, что у него есть информация о человеке, которого ему нужно найти. Затем он спустился с горы и сообщил своим сообщникам, что король приземлился, и продолжил погоню. Затем он бросил бомбу, и мы вернулись в полицию. Кайла постепенно одолела человека, взломавшего систему. Когда все пошло наперекосяк, люди из похитителей воздушных шаров вмешались и устранили этого человека, потому что от него не было никакой пользы. Сопротивление прекратилось. Таким образом, Кейлор восстановил контроль над системой и помог людям, находившимся внутри, сбежать, а также помог команде по обезвреживанию бомб. Но командир немедленно активировал газоотвод. Газ начал распространяться по всему залу, и многие люди вдохнули его. Вся следственная группа не смогла вовремя скрыться. Эрик сказал Кайле, чтобы она направила газ в пустые помещения с помощью системы вентиляции, сказав, что он возьмет на себя ответственность, если будут допущены какие-либо ошибки. Затем он позвонил Киту, который подумал, что отравляющий газ был поддельным, потому что этот инцидент был просто подстроен двумя нарциссами. У них не хватило мужества вынести этот болезненный отравляющий газ, так что, должно быть, это был просто обезболивающий газ. А двое виновных в этом инциденте, похоже, были захвачены другой преступной группировкой, и эта группа, стоящая за ними, преследовала другую цель. Кит заметил, что круг безумия вот-вот развернется. Похитители воздушных шаров уже собрались вместе. Они делали все, чтобы достичь одной цели – вернуть им чернокрылого короля. Тем временем Коку заманили на озеро. Здесь беловолосый мужчина сказал ему, насколько значимым было это место, но он проигнорировал его слова и только хотел знать, где была та девушка. Он знал, что Коку видел в этой девушке свет своей жизни, потому что воспоминания Коку почти стерлись, и прямо сейчас он был потерян и не знал, в чем смысл его жизни. Он привел Коку сюда, чтобы заставить его вспомнить все. Появились какие-то образы, заставившие его трансформироваться и броситься в атаку. Теперь он понял одну вещь. Человек, который заблокировал воспоминания Коку, был никто иной, как сам Коку. Коку хотел забыть все, что произошло в тот день, и он не простил бы Коку за то, что тот посмел забыть его. Кит все еще не знал, зачем он на самом деле гонялся. Что касается битвы на другой стороне, то после нескольких движений взад-вперед Коку вышел победителем. Ему удалось нанести удар беловолосому мужчине в сердце, и он сказал Коку отрезать ему левую ногу, потому что в какой-то момент это могло бы пригодиться. Затем он дал Коку подсказку, связанную с созвездием, а затем скончался. Тем временем следственная группа проснулась. Они действительно вдыхали анестезирующий газ, но также были найдены настоящие баллоны с газом. Однако на стене, где стояли баллоны с газом, были наклеены две человеческие шкуры. Кит и его коллега прибыли на озеро раньше, но, похоже, они опоздали. Лили теперь чувствовала, что недавние случаи были как-то связаны, и они ничего не могли решить. Но Марио зачитал клятву, которую они давали, когда становились офицерами полиции. Марио верил, что им просто нужно раскрыть предстоящие дела, и каким-то образом подсказки приведут их к окончательному ответу. Так что бесцельно размышлять сейчас было бесполезно.
Много лет назад человек, которого любил Кит, был жестоко убит. Все это время он пребывал в глубокой депрессии, но все попытки найти убийцу его любимого человека приводили в тупик. Коку направлялся в библиотеку, когда Лили подвезла его. Лили все время спрашивала, есть ли у него девушка, но он перевел разговор на то, почему ее сегодня не было на работе. Однако она продолжала расспрашивать о его типе, чтобы познакомить его с кем-нибудь. Кит также был в библиотеке, где библиотекарь сообщила ему, что год назад истек срок действия его читательского билета и удостоверения личности. Коку спросил Лили о названии звезды, которое сообщил ему седовласый мужчина, и она подробно объяснила ему, так как ее школьный друг очень интересовался астрономией, так что она кое-что знала. Кит все еще разбирался с бумагами. Коку только что пришел в библиотеку, когда Кит уже выходил оттуда. Внезапно Коку вспомнил слова седовласого мужчины и обернулся, чтобы проверить, в то время как Кит только что упал прямо на улице. Затем Кит вернулся в свою квартиру и обнаружил, что лифт сломан, так что ему пришлось подниматься по лестнице. Когда он добрался до своей комнаты, то обнаружил там Лили. У нее были дела, и она хотела встретиться с Китом, но он хотел, чтобы она ушла. Она упорно оставалась, так что Киту пришлось впустить ее. Затем Кит приготовил еду, а Лили достала досье на пчелоубийцу и прочитала его ему. Он казался незаинтересованным, но слушал внимательно, не перебивая. Лили показалось странным, что в последнее время случаи, связанные с пчелоубийцей, не привлекали внимания, как раньше. Кит дал ей тарелку супа, который сам приготовил, и попросил ее уйти после еды. Борис, его коллега внизу, узнал машину Лили и обнаружил, что она была в доме Кита, подозревая, что между ними что-то нечисто. Затем Лили высказала то, что ее смущало, и подумала, что Кит мог бы ответить на этот вопрос. Затем она показала ему примеры с использованием пирожных, используя каждое пирожное для иллюстрации случаев и персонажей недавних происшествий. И в результате получилась неразбериха, не имеющая очевидной связи друг с другом. Но она верила, что Кит сможет это объяснить. Он хотел, чтобы она навела порядок в этом беспорядке, прежде чем спрашивать. Но именно потому, что она не могла, она и пришла спросить Кита. Он хотел, чтобы она извинилась перед пирожными и пекарем, который их испек, за то, что осмелилась так играть с едой. Он считал Лили дурой, но не ожидал, что она поймет, что существует третья сила, которая управляет всем из тени. В настоящее время все сбалансировано, но когда тьма постепенно исчезнет, эта сила начнет действовать. Эта сила поглотит все вокруг, и им останется только беспомощно наблюдать, не имея возможности что-либо предпринять. Кит тогда все уничтожил и хотел, чтобы Лили перестала вмешиваться в это дело. Он подумал, что это не то дело, в которое может быть вовлечен такой любопытный человек, как она. Она отказалась, разозлив Кита. Борис что-то услышал и ворвался внутрь, чтобы увидеть, как Лили прижимает Кита к земле. Лили пришлось объяснять, что это произошло из-за того, что Кит поскользнулся и упал. Внезапно появилась Кайла, потому что Борис сказал, что здесь есть что-то интересное. Марио тоже вот-вот должен был приехать. Борис объяснил, что это произошло потому, что он не знал, как пользоваться телефоном. Кайла не знала, почему была сломана дверь. Тем временем таинственной силе теперь нужно было использовать какую-то сыворотку, чтобы сохранить свою силу. Они были очень расстроены, потому что захват Коку все еще откладывался, и даже такой талантливый человек, как седовласый мужчина, потерял свою жизнь. Кит теперь обвинял Бориса в том, что он превратил свой дом в место проведения вечеринок. Он спросил, что Кит думает о Лили, и тот прямо сказал, что она ведет себя как дура. Но даже несмотря на то, что Лили была глупой, она все равно многое понимала, и у нее было много черт, очень похожих на человека, которого Кит когда-то любил. Тем временем в офисе Бран член следственной группы обнаруживает в записях файл, в котором регистрируются действия, и понимает, что там есть запись о самого себя в этот самый момент, снятого на его собственный телефон. Пораженный Бран уходит, ничего не сказав своим коллегам. Затем он звонит мистеру Борису и узнает, что они находятся в доме Кита. Они просят Брана приехать, но Бран теперь подозревает, что на него нацелены, и опасается всех и вся. Затем Бран решает пойти к Киту домой, чтобы собраться со всеми вместе. Коку добрался до загрязненного района и нашел звезду, на которую указал ему седовласый мужчина, но все еще не понимает его намерений. Тем временем Бран был убит в лифте, и там была еще одна пчела. Когда прибыла следственная группа, они заметили, что камера лифта была отключена во время нападения Брана. Есть подозрение, что за это ответственен кто-то из полицейского управления. В больнице врач сообщил им, что Брана вовремя спасли, и он все еще жив.
При осмотре не обнаружено никаких признаков борьбы. Так вот, доктор считает, что на Брана напал кто-то, кто стоял рядом с ним, и он не смог среагировать. Затем доктор рассказывает, что перед тем, как потерять сознание, Бран попросил его отдать эти часы Киту. Позже Эрик узнает, что Бран пережил критическое состояние, и у него не будет длительных последствий, за исключением небольшой боли при смене погоды. Это можно считать чудом. Эрик хочет, чтобы Лили держала состояние Бренда в секрете, потому что они не могут доверять никому, кроме следственной группы. Семья Коку и Лили отправились доставить заказчику скрипку, только что изготовленную. Внезапно Коку видит Кита и подозревает, что он может быть тем, кто ему нужен. После возвращения из больницы Кит ведет себя странно, из-за чего Лили продолжает задавать вопросы. Затем Эрик сообщает Кайле о состоянии Бренда и просит ее соблюдать тишину. Позже звонит Кит и просит ее сохранить их разговор в тайне. Он просит ее перенести информацию об именах, которые он собирается упомянуть, в его компьютер. Закончив работу, она требует оплату и продолжает свою работу. Внезапно Кайла находит что-то связанное с Браном. Кейт и Лили вернулись в полицейский участок. Коку тоже прокрался туда вслед за ними, используя свою сверхскорость, чтобы обойти охрану. По дороге Кайла затащила Лили в ванную, чтобы обсудить кое-какие вопросы. Вдохновители сейчас скрываются, а самый свирепый член группы попросил еще сыворотки и решил дождаться новостей от Крота в полицейском управлении. Если сейчас что-то пойдет не так, они разберутся с этим человеком. Между этим дикарем и женщиной-помощницей командира возникает внутренний конфликт. Они спорят о нехватке препарата и его ослабляющем действии, в то время как он продолжает расточительно его употреблять. Кайле поручено восстановить данные с поврежденного компьютера Бренда. Затем она показывает Лили информацию о 2 сотрудниках полицейского управления, а также файлы многих других людей. Каждый файл содержит видеозапись этого человека. Кайла открывает файл Лили и объясняет, что это приложение позволяет владельцу проникнуть на любое устройство, способное записывать изображение, независимо от того, является ли устройство включен или выключен. Они узнают, кто за этим стоит, как только раскроют все секреты компьютера Бренда. Они также обсуждают Кейта и список сотрудников, связанных со следственной группой за последние 5 лет, который Кайла передала ему ранее. Внезапно компьютер Кайлы выключается, и они подозревают, что их обнаружил вдохновитель. Лили предлагает найти Кейта, потому что он, возможно, сможет что-то сделать. Кит отправился на встречу с доктором, а Коку подслушивает неподалеку. Доктор очень рад, что Бран был спасен, в то время как Кит все еще жалуется на ужасный кофе, который предлагает доктор. Однажды доктор подумал о том, чтобы найти лекарство, которое излечило бы неприятный характер Кита. Немного поболтав, Кит решает пойти и поймать преступника. Тем временем у одного из членов группы Savage из-за нехватки наркотиков начинаются симптомы абстиненции. Внезапно к нему подходят какие-то головорезы и пытаются ограбить его, заставляя показать им, кто здесь на самом деле сильный. Молодой человек в очках из группы приходит, чтобы вмешаться, и вводит ему наркотик. Когда позже прибывает полиция, он показывает татуировку, которая заставляет полицию подчиняться. И благодаря этой татуировке мы узнаем, что эта группа и есть маркетмейкер, которого Бран однажды показал Кайле. После этого Лили отправилась в офис, где остался только один коллега. Она спросила его, не видел ли он Кита, и он сообщил ей, что Кит только что заходил, но уже ушел. Он попросил Лили передать ему кое-что. Тем временем злодей вернулся в больницу, чтобы полностью уничтожить Брана. Но Кит был там, чтобы помешать ему сделать это. Он нашел ответ в часах, которые оставил Бранная. Все это было сделано для того, чтобы раскрыть имя этого злодея, который был коллегой в полицейском участке по имени Джин. Кит подозревал Джин в течение 8 лет, но молча не обращал на это внимания. Джин заберет у Кита все, что ему дорого, точно так же, как он делал это раньше, пока рядом с Китом не останется никого близкого. Но вместо того, чтобы попытаться напасть на Кита, он перерезал себе горло. Затем Кит встретился с Коку и потерял сознание. Позже приехала Лили и обнаружила, что Джин там умер. Он все еще шептал имя Кита, в то время как Кит уже был на крыше с Коку. Как только они встретились, Кит сразу догадался, что он и есть пчела-убийца. Коку знал, что Кит был тем, к кому привел его седовласый мужчина,
потому что название созвездия, которое он упомянул, было способом обращения к пожилому человеку, который наставит его на правильный путь. Кит знал, что он искал девушку по имени Юна, и что его номер был 13, а буква «Б», которую он оставил, на самом деле тоже была номером 13. Человек, которого он искал, был номером 4, и у этого «Б» было 4 инсульта. Только он и та девочка знали этот символ, поэтому он продолжал убивать, чтобы распространить его, и хотел, чтобы Юна нашла его. Он просто хотел знать, где Юна, но Кит хотел получить что-то взамен, поэтому он попросил его встретиться с ним в храме в тот день. Борис привел Марио туда, где раньше работал Кит, чтобы провести расследование. Они подозревали Кита в убийстве Джин и хотели арестовать его для судебного преследования. Много лет назад Кит однажды арестовал и допросил убийцу без разрешения. Лили отправилась к врачу, чтобы расспросить о Ките. Узнав о ситуации, доктор сразу понял, что Кит не был причиной смерти Джин. Потому что Кит никогда бы не проявил такой беспечности. Судя по прошлому, Кит всегда был неприятным человеком, но хорошие люди, казалось, всегда тянулись к нему и оставались рядом с ним, а Лили была один из них. Когда Лили получила достаточно информации, она ушла, и доктор решил, что она выглядит точно так же, как тот человек. Позже Борис нашел Кита и передал ему информацию. Он знал, что Кит невиновен, поэтому он дал ему информацию и отвел его в храм, чтобы встретиться с Коку. Когда они встретились, он рассказал Коку все, что узнал о нем. Много лет назад при раскопках были обнаружены скелеты крылатых существ, и возникло подозрение, что существует существо, стоящее выше людей. Поэтому они ставили эксперименты на живых людях, чтобы превратить их в высших существ. Страна обратилась за общественной поддержкой, но постепенно ситуация зашла в тупик. Поэтому им пришлось использовать инбридинг для создания многообещающих людей, но это также ни к чему не привело. Однако к королю пришел ученый и сказал, что он изменит ситуацию. И вот эти многообещающие люди были отправлены на службу в разведку и стали известны как маркетмейкеры. Они убивали ради того, чтобы правительство получило защиту. И в этот самый момент это исследование привело к прорыву, когда в результате появились две успешные организации. Но произошла трагедия, и то, что запомнилось Коку, это сцена расставания с Юной и запах пороха. Коку не знал, как он нашел информацию о нем, поэтому он рассказал, что один из 3 японских врачей, которые помогли ему появиться на свет, был его отцом. И он был первым, кто расшифровал результаты исследования в возрасте 12 лет. Внезапно появилась девочка и напала на Коку. Он оттолкнул Китай и начал драться. Он постоянно блокировал ее атаки, и из-за их драки были повреждены колонны храма, и вскоре весь храм рухнул, открыв истинное лицо девушки. Когда Коку приблизился, Кит сказал ему не убивать ее, воспоминания нахлынули на него, заставляя понять, что она была тем человеком, который у него был. «Я все это время искал тебя, Юна». Но она ненавидела его, и он понял, что пришло время искупить свою вину. Она верила, что именно он убил других ее друзей. Она бы никогда его не простила. Теперь у него было два варианта. Один — умереть от рук человека, которого он любил больше всего на свете, или два — принять меры против нее. Коку хотел объяснить, но Юна не стала слушать. Киту пришлось забраться сюда, но Юна однажды ударила Коку ножом. Несмотря на это, Коку просто обнял Юну и был счастлив, что снова нашел ее. Теперь Юна вспомнила о Коку, вспомнила о счастливых воспоминаниях, связанных с ним в прошлом, и обвинила его в том, что он исчез так надолго. Но вскоре после их воссоединения лидер пронзил их обоих одним ударом, который прошел насквозь. Коку в гневе преобразился, чтобы решительно сразиться с ним. Но прежде чем он смог что-либо с ним сделать, его сбили с ног двое его подчиненных. Кит должен был подготовить боеприпасы, чтобы помочь Коку. Дикарь подошел к Коку и ударил его ножом, но тот оттолкнул его ногой. Беловолосый мужчина заставил колье упасть, пронзив и дикаря, и Коку. Затем он предстал перед ним и назвал его жалким. Когда он поднимал колье, Коку прижался к земле, из-за чего колье пришлось выдернуть. Подоспел Кит и выстрелил в него один раз. Он просто стоял там, позволяя Киту выстрелить в него. И эта чрезмерная самоуверенность преподала ему урок. Рана на его руке не зажила, поэтому его подчиненный хотел, чтобы он прекратил попытки убить Кита и обратился за срочной медицинской помощью, пока не стало слишком поздно. Несмотря на то, что он был расстроен, ему и его сообщникам пришлось цепляться за колье, чтобы уйти. Затем Кит отвел Коку обратно к машине и узнал, что тот хранил записную книжку своего отца. Его отец сказал, что Коку узнает в Ките свой образ и будет искать его. Теперь Коку снились старые воспоминания.
В прошлом он жил со многими другими особенными детьми в замке вместе с отцом кита. Юна часто подвергалась травле со стороны других детей, потому что была слабой, и Коку всегда приходил ей на помощь. Но он не мог победить большинство, потому что тогда тоже не был сильным. Он спросил отца кита, почему другие были такими сильными, в то время как ему было запрещено пользоваться только левым глазом. Этот человек верил, что физическая сила – это еще не все. Но Коку думал, что это просто цветистые слова взрослых. Он верил, что если он не станет сильнее, то не сможет никого защитить. Позже Юна отвела его в сторону, чтобы поблагодарить. Он не понимал, почему она просто не сказала об этом в школе, но она боялась, что над ним снова будут издеваться. Однако он утверждал, что над ним никто не издевался. Коку пообещал всегда защищать Уну и показал ей тайный знак. На знаке, который он нарисовал, была цифра 13, обозначающая его, и римская цифра 4, обозначающая ее, которую люди позже приняли за букву «Б». В ту ночь на школу было совершено нападение. Коку хотел убежать и спасти Юну, но отец кита доверил его кому-то по имени Кирисами, чтобы тот защитил Коку и забрал его в безопасное место, пока он будет искать Юну. Тем временем Юна испугалась и нарисовала знак, призывающий Коку. Но беловолосый Минацуки добрался до нее первым, назвавшись братом Коку и заманив ее следовать за ним. Коку выбрался наружу, но все еще беспокоился о Юне. Кирасама сказал, что они отправятся в убежище, а Юна придет позже. Но за это время отец кита велел Миницуке отправиться в убежище. Однако маркетмейкер нашел их, и Миницуки предал его и ударил ножом, чтобы перейти на сторону маркетмейкера. Коку отвели в убежище, но враги нашли их. Поэтому Кирисами сказал ему идти первым, а сам остался сражаться. Он хотел, чтобы Коку выжил, потому что он был их королем. После того, как он больше не слышал никаких звуков, Коку вернулся на улицу и увидел, что все погибли. Он вернулся в школу и не обнаружил выживших. Оставленный Юной знак позволил ему только извиниться. Он снова встретился с отцом кита, который дал ему записную книжку, содержащую информацию о нем и его цели. Все, что ему было нужно, это снова найти Уну. Этот человек знал, что Коку когда-нибудь найдет кита, и надеялся, что он поможет ему в этом. Затем Коку вернулся в убежище и решил пересадить самые сильные части своих друзей на свое тело. Позже Коку проснулся и сказал киту, что его глаз обладает способностью манипулировать воспоминаниями, и он запечатал свои собственные воспоминания, чтобы избежать чувства вины. Но когда он посмотрел в глаза Юны, он вспомнил все. Тем временем начальство давило на Эрика, требуя найти кита как можно скорее, иначе весь его офис был бы расформирован. Этот начальник полиции сотрудничал с Минацуки и предоставил ему доступ к информации из полицейского управления. Он вспомнил, как ему пришлось отрезать руку, которая не заживала, и он сотрудничал с таинственной личностью. Этот человек кое-что понял, когда увидел пулю, выпущенную китом. За это время полиция окружила дом кита и провела расследование. Лили посмотрела на кипу формул кита и почувствовала себя сбитой с толку. Вся комната была заполнена формулами, как будто ее выкрасили в белый цвет, и в конце концов она так и не смогла понять, какой ответ пытался найти кит. Кит в тот момент ловил рыбу, и когда он снова встретил Коку, он спросил его о преступнике на фотографии. Он был тем, кто убил его сестру, но он знал, что на самом деле он не был истинным преступником, потому что у него был другой метод, чем у того, кто убил его сестру. Он не знал, кого пытался защитить, потому что в суде он прикусил язык и умер, чтобы избежать разоблачения. Кто совершил это преступление? Кит знал, что Коку узнал этого человека. Он сказал, что это не человек, а тот, кто напал на его школу. Все люди, с которыми он имел дело раньше, были теми, кто напал на школу, и его целью было только отомстить и найти Юну. В тот день он был окружен дымом и пылью и чувствовал отчаяние. Он поклялся, что убьет их всех и найдет Юну любой ценой. В ту ночь Эрик навел справки о маркетмейкере и позвонил Киту. Эрик также расшифровал и узнал, кто напал на Брана, в то время как Кит выяснял, кто на самом деле убил его сестру, и он был близок к разгадке. Эрик хотел, чтобы он вернулся в полицейский участок, чтобы очистить свое имя, но он отказался, потому что теперь он был ближе к истине, чем когда-либо. Никогда. Он поблагодарил Эрика за все, что тот для него сделал, и выбросил телефон. На следующее утро Лили позвонила мистеру Борису домой к Киту и сказала ему, что увидела на потолке красные формулы, которые были завершены. И после расшифровки она обнаружила этот рисунок. Мистер Борис знал, чей это рисунок и как он связан с возвращением Кита после этих последних нескольких лет.
Он рассказал, что это была сестра Кита, и она была убита 8 лет назад. Теперь Кит знал, что группа, на которую охотился Коку, не была людьми. Они начинали терять сознание в возрасте 20 лет и нуждались в этой желтой жидкости, чтобы поддерживать себя в форме. Но со временем они становились все более и более безумными, и единственный способ остановить их – это убить. Выслушав объяснение, Кит захотел пойти поискать что-нибудь поесть. Затем Лили отправилась к Эрику и сказала, что хочет изменить направление расследования. Эрик хотел выслушать ее позже, но она возразила, что если они будут продолжать в том же духе, то не найдут Кита. Но Эрик сказал, что она препятствует расследованию, и если ей это не нравится, она должна оставить свой значок и уйти. Ему не нужен был дурак, который не мог выполнять приказы. Лили была в ярости, положила свой значок и ушла. Однако это было его намерением позволить Лили найти Кита самостоятельно, потому что он знал, что Лили находится на том же уровне, что и Кит. Поэтому он позволил ей самой найти его, потому что теперь весь отдел контролировался маркетмейкером. И, честно говоря, он не смог найти Кита, поэтому решил рискнуть на Лили. Затем Эрик отправился к Кайле, чтобы проследить, куда направляется Лили. Мистер Борис прикрепил к машине Лили маячок, и теперь она повсюду искала Кита. Она следовала подсказкам и расспрашивала людей на улице. Хотя никто не знал о Ките, ей удалось найти место, где Кит сидел и разговаривал с Эриком. Она не смогла получить никакой информации о Ките, но потом вспомнила о странных специях, которые почувствовала, когда ела в доме Кита. Теперь Кит создавал синие пули. Это были окисленные пули, и они были слабым местом группы маркетмейкеров. Он почерпнул эти знания из записной книжки своего отца. Коку спросил, почему он ходил вокруг да около последние несколько дней, и он сказал, что ждал, пока тот поправится. Он указал мечом на Кейта и спросил, с какими намерениями тот его нашел. Он хотел, чтобы тот убрал меч, чтобы избежать помех, а затем заговорил. Тем временем группа Эрика все еще внимательно следила за передвижениями Лили. Коку что-то рассказывал Киту, когда тот пожаловался, что проголодался и хочет пойти поесть. Он спросил Коку, похожа ли, по его мнению, Юна на ту Юну, которую он знал, когда они впервые встретились. Сначала она так не выглядела, но позже стала похожа. Так что у Кита появилась еще одна подсказка. Он рассказал Коку о двух мужчинах, которых хотел найти. Один из них был тем человеком, который убил его отца и косвенно стал причиной смерти его сестры. Что касается второго, то он был уверен, что этот человек был человеком. Этот человек обладал способностью манипулировать сознанием и контролировать первого человека, из-за чего Юна Коку выглядела такой свирепой, когда они впервые встретились. Минацуки, выросшие там, обнаружили местонахождение Коку, и один из них решил спуститься и проверить. Минацуки не позволил своим товарищам убить Коку, поэтому он только попросил провести расследование. Тем временем Лили гуляла по соседству, а Кит случайно оказался в соседнем ресторане. Кит думал о втором мужчине, в то время как Коку пообещал ему разобраться с первым мужчиной, чтобы отомстить за своего отца, который также был учителем Коку. Затем Кит рассказал Коку о том, где маркетмейкер прячет свою Юну, но Лили поймала его. Коку попытался сбежать, но тоже был пойман. Лили тогда спросила, почему Кит убежал. В то время как Кит был удивлен, что Коку и Лили знают друг друга, Лили спросила Коку, почему он был с Китом, и Кит солгал, что они братья. И он только что попросил Коку помочь с несколько вещей. Но Лили знала о его сестре и понимала, почему она ему не нравилась, потому что она напоминала ему его сестру. Однако, если он намеревался отомстить, она, как офицер полиции, не могла этого не заметить. Внезапно человек, которого послал Минацуки, нарушил приказ и открыл огонь по машине Кита. Коку пришлось драться, в то время как Кит сказал, что расскажет Лили правду, когда они выберутся оттуда. Затем Коку постоянно уворачивался от пуль нападавшего и взлетел, чтобы нанести смертельный удар. Затем Кит был арестован и доставлен в участок, где Эрик допросил его. Он объяснил, почему согласился ввязаться в эту историю, потому что ему нужно было кое-что подтвердить. Он сказал, что был близок к тому, чтобы найти доказательства того, кто убил его сестру 8 лет назад. Этот человек все еще был на свободе и, похоже, страдал расстройством самоконтроля, убивая просто ради собственных желаний. Этот человек также контролировал группу маркетмейкеров и был очень близок к ним. Благодаря Лили он сбился с пути и теперь хотел заняться поиском самостоятельно. Эрик накричал на него, сказав, что Кит всегда старался все делать сам, вместо того, чтобы просить помощи у друзей. Он многому научился у Кита и решил впредь помогать Киту.
8 лет назад он планировал помочь Киту похитить убийцу, чтобы разоблачить его. Но Кит сделал это в одиночку, что поставило Эрика в трудное положение и вынудило его арестовать Кита самому. Но сейчас в этой ситуации он и все остальные были бы отдельной командой под командованием Кита, потому что департамент все равно был бы расформирован, даже если бы они поймали Кита. Когда они думали о том, как ввести в заблуждение маркетмейкера, Кит сказал, что у него уже есть кто-то, кто делает это за него. Кит признался, что подозревал доктора, потому что с первого дня их новой встречи он подложил подслушивающее устройство в пачку из-под сигарет и отдал его доктору. Доктор был заядлым курильщиком, и пачка была выкурена за один день. Но Кит узнал, что доктор все еще разговаривал с его сестрой. Поэтому он решил использовать Лили в качестве приманки. Затем Лили отправилась на встречу с доктором без пиджака. Она показала доктору татуировку в виде 2 звезд у себя на спине, которую Кит нарисовал, чтобы заманить доктора. Конечно же, заглотил наживку, и Лили также вела себя так, как будто Кит ей действительно нравился, заставляя всех смеяться, когда они вернулись в комнату для допросов, в то время как Кит покраснел. Доктор все еще подозревал, что это была ловушка Кита, поэтому он был немного осторожен. В этот момент Миницуки разозлился и подвергся критике со стороны близнеца человека, которого только что убил Коку. Он пришел в ярость и задушил ее до смерти, а затем выбросил. Затем доктор обнаружил, что Лили ждет автобуса, потому что у нее сломалась машина, и предложил подвезти ее. Борис и Марио следовали за ней сзади. Лили была очень похожа на сестру Кита, поэтому она старалась вести себя как можно более похоже на нее, чтобы заманить доктора. Она использовала ту же манеру говорить, а рассказ о Снежке заставил доктора подумать, что она еще больше похожа на нее. Она даже надела очки, но допустила ошибку, включив современную музыку, которая была не похожа на сестру Кита. Этого было достаточно, чтобы доктор перестал видеть в ней сходство с сестрой Кита. Затем доктор заехал на автомойку. Борису все равно пришлось наблюдать издалека и следовать за Лили, когда она двигалась. Они ехали за ней до самого дома доктора. И Кит увидели, что после стольких лет там ничего не изменилось, но внутри было очень темно, и они не могли видеть, что происходит. От Лили больше ничего не было слышно, так что Борису и Марио пришлось зайти и проверить. Они проверили первый этаж и не обнаружили ничего необычного, за исключением того, что это место, казалось, было заброшено в течение длительного времени. Они услышали звуки наверху и поднялись наверх, чтобы проверить. В первых нескольких комнатах ничего не было, пока они не ворвались в последнюю комнату и не столкнулись с дикарем и одной из его марионеток. Он принес куртку Лили с подслушивающим устройством и нес связку бомб, чтобы совершить самоубийство. Они долгое время не слышали никаких новостей с другой стороны, поэтому они беспокоились, что что-то случилось. Но Борис и Марио все еще живы и получили лишь легкие ранения. Кит понял, что доктор заменил кого-то на автомойке, и его осмотрели. Эрик уже собирался отдать приказ о срочном обыске, но Кит остановил его, потому что это только насторожило бы цель. Он хочет разобраться с этим точно, чтобы избежать повторения прошлых ошибок. Он не позволит Лили умереть, так что не волнуйся. Лили сейчас пришла в сознание и лежит парализованная на операционном столе. Вокруг нее лежат тела многих девочек, которые ранее были схвачены и подверглись насилию со стороны доктора. Доктор стер эту звездочку, сразу поняв, что это должно быть дело рук Кита. Он знает, что это место скоро будет обнаружено, поэтому он решает заставить Кита пожалеть об этом, даже если он найдет это место. Коку сейчас ждет на заснеженной горе, потому что Кит однажды сказал ему встать там и спрыгнуть вниз. Затем расправь крылья в нужный момент, чтобы ветер унес его к облакам. Там он найдет большой спрятанный воздушный шар, внутри которого его будет ждать Юна. Коку не знает, ждет ли его Юна до сих пор, но Кит рассказал ему о священном камне реликвии, который он расшифровал, когда ему было 12 лет. В нем много строк текста и метафор, в зависимости от того, как вы читаете его по горизонтали, вертикали или диагонали. Единственное, на что он обратил внимание, это на чернокрылого короля в ночь 13-го полнолуния. Мужчина, выбранный 2 жрицами, получил силу товарищей и крылья, чтобы стать чернокрылым королем. Миссия выполнена. 2 жрицы дали ему синий меч и потребовали, чтобы он убил одну из них. Тот, кого убьют, получит власть над королем, а оставшийся в живых будет сражаться бок о бок с королем. Он узнал, что меч принадлежал Киризаме в прошлом,
а убитой жрицей была беловолосая женщина, которая сражалась с ним раньше. Заметив фамильярность, он забеспокоился, не приведет ли это Юну к ее смерти. Кит хочет, чтобы он принял судьбу, или, если она ему не нравится, боролся с ней. Он должен не бояться будущего, а наблюдать, порождает ли оно отчаяние или надежду. Юна на корабле сейчас тоже надеется, что Коку придет и спасет ее, но Миницуки хочет, чтобы она очнулась, потому что Коку не сможет взлететь на такую высоту. Тем временем группа Кита пытается найти доктора. Кайла помнит, что ее приложение для отслеживания все еще работает. Затем она просит Эрика подключиться к спутнику для нее и успешно определяет направление, в котором отправился доктор, в сторону порта. Кайла обводит подозрительные места, чтобы Кит мог их осмотреть. Через некоторое время он понимает, что доктор, возможно, отправился на лодке в психиатрическую больницу в море. Потому что в этом месте раньше содержали преступника, который прикусил себе язык. А поскольку отец доктора служил на флоте, он, может быть, могу свободно войти. Затем он закрывает глаза, чтобы визуализировать, и понимает, что после того, как он избавился от Бориса, кто-то другой отвез доктора в порт. Он сел на лодку, а лодочник мог быть мутантом. Когда мы подошли ко входу в больницу, здесь тоже были охранники. Когда мы вошли в больницу, он дал наркотики здешним мутантам, чтобы использовать их и манипулировать ими всеми. Затем он положил тело Лили в мешок и привел ее в логово. По прибытии он, возможно, убил охранника, чтобы доставить тело внутрь, но вскоре он отвергает это и перерисовывает, что когда он доставлял машину. Охранник перепрыгнул через него и забрал тело Лили в лифт и повел ее в операционную. Затем Кит просит Кайлу проверить, ушел ли доктор в соответствии с системой, но он еще не ушел. Он спрашивает, сколько раз доктор работал сверхурочно и сколько жертв соответствуют описанным им характеристикам. Эти две цифры совпадают, что заставляет его подозревать, что логово доктора, похоже, находится именно здесь. Затем он просит Кайлу показать здание, запланированное для него. Затем он смотрит на структуру здания за последние 300 лет и понимает, что в этом здании много лазеек. Затем он просит Эрика снять наручники и пойти с ним в кабинет врача для обыска. Здесь все выглядит нормально, но Кит находит внутри следы колес. Глядя на стопку рентгеновских снимков, Кит видит отпечатки ладоней, прикасающихся к ней, поэтому он нажимает на нее и открывает потайной ход. Они оба спускаются на лифте вниз и врываются внутрь, чтобы найти место, полное самых лучших трупов, которые доктор использует для демонстрации. Он уже сбежал. Кит оглядывается и находит здесь тело отца доктора, первого человека, которого он убил. Он видит пятна крови на операционном столе, и доктор вызвал его. Доктор знает, что Кит добрался до этой палаты и говорит, что тело Лили действительно напоминает тело сестры Кита. Он хочет, чтобы доктор делал все, что ему заблагорассудится, потому что он знает, что Лили еще жива, так как они прибыли довольно рано. Кит думает, что он стал другим, потому что теперь у него есть товарищи по команде. Теперь позволь ему побегать, но он скоро найдет его. Доктор действительно рассчитывает на него и вешает трубку. Затем он застреливает двух полицейских, чтобы забрать их машину. Тем временем Кейт и Эрик находят комнату, полную трупов, среди которых есть и Лили. После проверки выяснилось, что Лили всего лишь ввели наркотики, поэтому они быстро забрали ее и позвонили в больницу. Эрик просит Кайлу оцепить прилегающую территорию, а также найти тропинку, по которой доктор сбежал. Кит теперь обнаруживает, что у Лили во рту какая-то таблетка. Затем доктор звонит Минацуки, но вместо него отвечает мужчина в шляпе и очках и сообщает, что они сейчас заняты и не могут ему помочь. Затем доктор понимает, что ему не победить Кита. Увидев, как сестра Кита покидает его, он решает написать концовку с Китом. Коку сейчас спрыгнул со скалы, чтобы взлететь в небо. Пока Кит разгадывал подсказку, которую доктор оставил в таблетке, он достал старую коробку и собрал пистолет, чтобы покончить с этим. Лили только что проснулась и встретила Брана. Он говорит ей, что она проспала несколько часов, помня, что Кит сам положил этому конец. Она спрашивает Брана, где ее вещи. Минацуки сейчас пытает Юну, чтобы заставить ее подчиниться ему. Но этот человек пришел, чтобы позвонить ему и сообщить, что человек, которого они ждут, прибыл. Он отпускает Юну и идет поприветствовать Коку. Человек в шляпе знает, что Минацуки сошел с ума, и позволяет ему задержать Коку на некоторое время. Коку взлетел и вот-вот разобьется вдребезги, когда увидит спрятанный среди звезд корабль. Он использует свой меч, чтобы зацепиться за корабль и пробраться внутрь. Мужчина в шляпе ввел Юне желтое лекарство, и ее волосы поседели.
Он знает, что шоу вот-вот начнется и чернокрылый король вот-вот вознесется на небо. Минацуки ждал его здесь. Он планирует разобраться с ним, чтобы стать королем всего сущего. Эрик и другие пытаются забрать тела, которые доктор забальзамировал здесь, чтобы забрать их с собой. Внезапно звонит Лили и спрашивает, где Кит. Они думают, что Кит с ней в больнице. Но Бран сообщает, что Кит уехал 3 часа назад. Лили помнит, как доктор положил ей в рот капсулу, и Кит проглотил ее. Услышав это, вся группа в срочном порядке бросилась прочь. Коку сейчас безжалостно сражается с Миницуки. Он загоняет его в угол и делает выпад, чтобы нанести удар. Но тот вовремя уворачивается. Они продолжают сражаться, и Коку успешно ломает свой меч. Затем он спрашивает, где Юна, но не помнит, кто такая Юна. Он даже не помнит, кто он такой. Коку понимает, что это признак мутанта, и он не настоящий Миницуки. Много лет назад Миницуки использовал другого человека с таким же цветом глаз, как у него, в качестве двойника. Миницуки использовал правый глаз, похожий на глаз Коку, чтобы стереть воспоминания и создать свою копию. Эта подделка теперь хочет знать, кто он такой. Он понимает, что глаз Коку очень похож на тот, который он когда-то видел раньше. Затем он отчаянно хочет узнать, кто он такой, и бросается на Коку. Так что Коку быстро расправляется с ним одним ударом. Настоящий Минацуки только что забрал Юну с воздушного шара на вертолете. Кит сейчас сидит в ожидании корабля и решает сжечь единственную улику. Коку ищет Юну, и когда он добирается до той комнаты, он обнаруживает знак, оставленный Юной, и понимает, что она все еще ждет его. Затем Минацуки вернул Юну на прежнее место. Кит находится на корабле, а часы все еще ведут обратный отсчет. Когда обратный отсчет заканчивается, весь воздушный шар взрывается. Затем Кит звонит доктору и узнает, где он находится. Доктор сейчас в их старой школе, просматривает записи, сделанные на память. Группа Лили отправляется на поиски Кита и знает, что он может отправиться только в одно место, туда, где была убита его сестра. Кит спрашивает доктора о том, кто ему помог, и тот отвечает, что Кит предсказал появление мутантов. Он говорит Киту, что лидером нападения много лет назад был он сам. Он соблазнил Миницуки убить отца Кита и обманул его, чтобы заставить поверить всем сердцем. Причина, по которой Миницуки не использовал контроль над ним, заключалась в том, что он контролировал самого Миницуки. Он сказал Миницуки, что если он сможет убить Коку, то станет новым королем. Но с самого начала все было устроено так, чтобы Коку стал королем. Кит не знает, сколькими еще жизнями он собирается поиграть, но его цель в жизни — убивать, чтобы Кит мог выследить его. Он верит, что они оба проклятые родословные со своими собственными целями, и теперь пришло время одному из них покончить с собой. Коку спустился на землю. Он все еще жив, но серьезно ранен, и его меч сломан. Минацуки ждет его у каменного памятника вместе с Юной. Он верит, что всегда был тенью Коку. На каменном памятнике не упоминается о его существовании, потому что он был просто ступенькой для Коку. Когда Коку станет королем, от него откажутся как от ничего не стоящего, и благодаря доктору он решил изменить свою судьбу, забрав у Коку все. Юна верит, что Коку не проиграет ему, но он думает, что она неправильно его понимает. Он не хочет стать заменой Коку и заполучить ее. Он достает нож, закалывает Юну и решает, что сам станет королем, которому не нужна жрица рядом с ним. Коку чувствует, что Юна в опасности, и спешит туда. Кит ранее предупреждал Коку, чтобы он не приближался к каменному памятнику, так как все чернокрылые короли на протяжении всей истории терпели там поражение от людей. Так что вполне возможно, что камень истощает его регенеративные способности, но теперь у него нет другого выбора, кроме как уйти. Минацуки намеренно позволил ей дожить до этого момента, чтобы они оба могли умереть здесь, и он провозгласит существование нового короля в этом месте. Кит раскрыл все планы доктора о том, как люди создали мутантов и выпустили их по всему миру. Его отец был руководителем этого проекта, но позже передумал и убил его за то, что он был слишком слаб. Затем он продолжил и создал еще больше мутантов из своих жертв. Он позволил Минацуки контролировать их разум и превратить их в убийц, а затем заставил маркетмейкера навести порядок и укрепить их репутацию. Но тогда его конечной целью, вероятно, были не какие-то идеалы. Доктор видит, что Кит действительно знает почти все, и он думает, что Кит также приближается к Коку, чтобы использовать его так же, как он использовал Миницуки. Коку сейчас спустился к каменному памятнику и спрашивает, что случилось с Юной,
но он не позволит Юне умереть, пока она не увидит, как он убивает Коку. Кит хочет, чтобы доктор не смешивал их вместе, потому что у него нет никаких эмоций. Каждый раз, когда он испытывает угрызение совести из-за того, что убил кого-то, его разум создает новую личность и отбрасывает старую. Таким образом, он повторяет свои проступки и становится настоящим монстром. Коку теперь постепенно проигрывает Миницуки. Невозможность восстановиться – слишком большое препятствие. Миницуки наносит ему несколько ударов ножом, и, наконец, он достает пистолет и несколько раз стреляет в него. Он хочет посмотреть, как Коку борется с судьбой. Тем временем доктор подошел к Киту и направил на него пистолет. Но он не боится, потому что все уже собрались снаружи. Они все надеются, что Кит не нажмет на курок, потому что тогда он тоже стал бы убийцей, как и он сам. Доктор объяснил, что причина, по которой он убил сестру Кита, заключалась в том, что он когда-то думал, что сможет побороть безумие внутри себя, если рядом с ним будет сестра Кита. Но она влюбилась в своего собственного брата, так что у него не было другого выбора. Хотя Кит очень зол, он решил не увольнять ее. Поэтому он направил пистолет в сторону, чтобы посмотреть, кто войдет первым, возможно, это Лили. Кит начинает волноваться и хочет, чтобы он остановился. Но когда голос Лили становится ближе, у него не остается другого выбора. Миницуки уже несколько десятков раз выстрелил в Коку и пригвоздил его руки к стене. Он подходит к Юне и намеревается немедленно отпустить ее и Коку. Как только он достает нож, Коку сердито кричит. Он отрывается от стены и бросается уворачиваться от пуль. Но Минацуки поджидал его и замахнулся мечом, чтобы отрубить ему руку. Но он не сдается и бежит, чтобы заставить его преследовать себя, и когда он понимает это, Коку превращает свою ногу в меч, чтобы дать отпор. Он понимает, что это нога Седовласова, и действительно на мгновение это возымело эффект. Затем его голова была отделена от шеи. Что касается Кита, то ему пришлось застрелить доктора. Он ждал этого момента. Наступил момент, когда Киту пришлось отказаться от причины, чтобы убить кого-то. У него есть 4 секунды после того, как ему прострелили мозг, но этих 4 секунд ему достаточно, чтобы стать свидетелем этого момента. Можно сказать, что Кит победил, но в то же время он проиграл своему лучшему другу. Коку и Юна сейчас ушли и исчезли. Прошло 3 месяца. Кит снова исчез, и следственная группа считает, что Кит вернется сегодня, потому что Лили сама поехала за ним. Инцидент с маркетмейкером стал достоянием общественности, вызвав переполох. Кайла знает, что когда Кит вернется, у них будут более интересные дела. Сейчас Лили уводит Кита. Она принесла веревку, чтобы связать его на случай, если он будет сопротивляться. Но он выбросил веревку. Она купила новую машину, но Кит считает ее уродливой и хочет ходить пешком. Но его все равно затаскивают в машину. Лили потратила время на изучение довольной улыбки доктора в момент его смерти. Она думает, что помимо того, что доктор чувствовал, что победил Кита, похоже, что Смайл был также доволен тем, что смог умереть и положить конец своему собственному безумию. Кит считает, что независимо от правды, он все равно остается проигравшим. Он не испытывает горечи, потому что они с доктором были просто одним человеком, который задавал загадку и один ее решал. После этого они снова встретились с Коку и Юной и подвезли